Всем привет, ребята, это Дофа Трейдинг, и у вас, наверное, только один вопрос сейчас в голове. Что вообще за фигня происходит на рынке? Упал биткоин до 78 600, потом выстрелил на 20% буквально через 3-4 дня. Сейчас у нас вообще выходные, а обложка видео, что Трамп обвалит рынки. Вот это поворот! Ничего удивительного тут абсолютно не происходит. У нас вышли новости в выходные. Здесь написано, что Трамп анонсировал создание мультикриптовалютного резерва. Он будет накапливать XRP, Solana и ADA. Также после этого он написал, что он не забудет про биткоин и эфириум. О боже, он мог забыть про биткоин и эфириум, а XRP и ADA решил купить. Да, мы понимаем, что по биткоину вообще на крипторынке осталось очень мало времени. Уже осенью мы должны будем показать хай в 2025 году. И вот эти вот такие движения, они, конечно, могли нас затянуть очень сильно вниз. Но это не нормальное движение. Таких отскоков не должно быть. Даже то, что это укладывается в наш вот этот вот технический анализ, что мы по 3 дням здесь должны были отскочить от 100-й EMA-линии. Но да, не на выходных же, ребята, не на выходных. Потому что это все очень сильно потом нам с вами аукнется. Я не буду себе вставлять сам палки в колеса, едучи на велосипеде, это понятное дело. Но и поймите меня, что на СМЕ закрылся биткоин по 84. Все гэпы, которые мы с вами на протяжении 3 лет рассматриваем, они все закрываются. И сейчас биткоин торгуется уже не по 84 500, как он закрылся в пятницу, а вот сейчас мы смотрим 94 тысячи торгуется биткоин. То есть он торгуется вот здесь. И если посмотреть на недельный таймфрейм, то у нас все бы до ничего, только это вообще не нормальная тень. Вообще я не видел таких еще свечей на графике. Это просто издевательство над людьми. И вы должны понимать, что Илона Маска и Трампа не привлекли к ответственности только из-за того, что это Трамп и Илон Маск. По-хорошему, на выходных нельзя делать таких заявлений. Для этого есть понедельник и пятница. То есть вот эти вот 5 рабочих дней. Это все спекуляции на рынке. Финансовые рынки традиционные или криптовалютные, это не имеет абсолютно никакого отношения. Плюс биткоин, это уже фьючерсы СМЕ, спотовые биткоин ETF, это уже у нас традиционные рынки. То есть это все манипуляции. Но за эти манипуляции, конечно, никто не ответит. И вот такие вот издевательства с ценой, с покупателями, с продавцами, со стаканами и с биржами, плюс посмотрите на фандинги, это все, оно, конечно, отыграет в будущем, отыграет. Мы с вами понимаем, что это все у нас зона распределения, и если сухо говорить без эмоций, если без эмоций это все обсуждать, без эмоций, что ада у нас выстрелила на 60%. И не пишите мне там, что я там, как всегда вы пишете в комментариях, наркоман, и я зря гоню и рассеваю вот эту вот панику. Да, посмотрите, ада плюс 57%. Не надо писать, что я жадничаю и мне жалко, что у меня нету этих инструментов, потому что у меня есть XRP, у меня есть XLM, Solana, и они тоже очень хорошо сегодня выстрелили. CRV есть и тому подобное. Вот. Наша задача понять, почему же все-таки произойдет обвал рынка. А он произойдет из-за того, что эта область, она должна была по-нормальному проторговаться. Да? А у нас получается теперь мало того, что будет вот такая вот огромная тень, откроемся мы по 94 тысячи, здесь снова будет огромный гэп. Мы только закрыли один гэп, который у нас был здесь, теперь мы с вами сформируем просто сплошную область из гэпов. У нас теперь будет еще и вот здесь гэп. И у нас располагается гэп еще вот тут вот сверху. Если мы внимательно очень посмотрим, то у нас есть еще один гэп, который располагается вот тут. И получается, что вся эта область ниже 93 тысяч, она будет состоять из гэпов. Просто великолепно. Это замечательная новость, которая вот просто без чего, а вот без Трампа мы, конечно, жить никак не могли. Если мы посмотрим на BLX,
да, на BX график, то вот, это наши трендовые распределения по виллам. И у нас точно такое же распределение было в точно таких же этих трендовых, да, 4 по виллам вот в данной области. И тут у нас на рынке точно такие же движения были, ребята, да, но никто не откупал за одну неделю вот так вот на 20%, на 30%, такого не было. И очень интересный нюанс. Кто был на рынке тогда, да, 21, 20, 19 год, все помнят, что здесь почему биткоин отскочил и вырос. Ответьте мне на вопрос, поставьте видео на паузу. И кто вспомнит, почему здесь биткоин рухнул с 42 на 28, почему он с 28 отскочил. А вот тем ребятам будет особая такая галочка за память, за внимательность, за сообразительность. А все очень просто. Тогда Илон Маск вышел на рынок и сказал: мы компания Tesla, мы купим биткоины, и биткоины будут в каждом просто доме. Мы будем биткоинами платить за кофе, за туалетную бумагу и за пшеницу. Вот такие вот новости были тогда. И эта ситуация, она очень симметрична с тем, что происходит сейчас. Потому что тогда у нас мало того, что по техническим и по метрикам, по всем вот параметрам, вот эта вот ситуация, она абсолютно совпадает с той ситуацией, которую мы сейчас видим на рынке. Абсолютно. Это все совпадает, абсолютно идентично. И точно такие же практически параллельно новости у нас выходят. Поэтому любой рост, который дальше у нас на рынке будет, лично я все, что будет выше по биткоину, выше 110 тысяч и вплоть до 170, если мы каким-то чудом туда на таких вот заявлениях долетим, я это все буду распродавать. То есть все то, что тут будет двигаться дальше и выше, все это я буду только продавать. Никаких покупок, в принципе, я не планирую. Можно набирать вот только то, что до 100 тысяч находится пока еще цена биткоина, и пока биткоин доминация не упала. Но в дальнейшем вы видите, что тогда эта новость не отыграла и не сработала эта фишка. Она только в краткосроке, да, конечно, там 2-3 месяца мы увидели альтсезон, что в принципе мы и без Трампа сейчас ожидали, без вот этих вот всех заявлений. Поэтому какие мои дальнейшие ожидания от рынка? Становится все очень крайне непонятно и очень сложно. Вот эти вот все гэпы, которые тут есть, их теперь нужно закрывать, нужно ждать нужно понедельника. Я выпускал на выходных биткоин, да, прогноз, обязательно его посмотрите. В правом верхнем углу у вас сейчас появится подсказка. Мы можем опираться только на локальные объемы, которые у нас сформировались на этом падении. Учитываем все то, что было из предыдущего видео, можете его пересмотреть. Из последнего крайнего видео, то, что мы с вами видели. По биткоину здесь сформировалось, есть технический вот этот вот блок, который без объемов, да, то есть здесь только по технике цена может развернуться, здесь объемов нету. Значит, падение мы полностью развернули, случился тот V-shape разворот, да, V-образный разворот, о котором я говорил, что маловероятно он случится, но новости подогнали. У нас есть вот этот вот блок, который мы здесь видим, да, по объемам, по биткоину. Это вот этот вот блок. Поэтому абсолютно легко мы можем скорректироваться с данных отметок до 89. Гэп мы понимаем, что он находится вот в данной области, да, то есть гэп у нас находится вот тут. Недельная свеча будет выглядеть очень неадекватно, Поэтому на недельке мы можем потом снова перекрыть эту тень. Вот такие вот тени, они зачастую перекрываются, да. Все то, что мы с вами видим, такие тени перекрываются, может быть не сразу, опять же, но они перекрываются. Поэтому, скорее всего, мы просто расширили этот флэт. У нас был один диапазон, да, вот с этими крупными объемами 71-56. Возможно, мы как раз обозначили рамки нового диапазона, да, как раз 78, может быть, это будет нижней границей такой недосягаемой уже вот этого вот флэта. Мы на следующей неделе, возможно, скорректируемся, когда эти новости отыграют, снова до этого блока придем, закроем гэп, расторгуемся, восстановимся и потом выйдем вверх. То есть вот зачем нам теперь
стоит наблюдать. Ну, по индикаторам, ребята, конечно, да, то, что здесь посмотреть, мы снова находимся на RSI, на дневке над вот этой вот критической зоной, поэтому надо смотреть, RSI может обратно на этот уровень вернуться, а потом только запуститься тренд. Ну, как это у нас бывало, после пробития критической зоны мы откатывались, вот в данном месте, да, видим, пробили, откатились, протестировали и пошел тренд, да. Здесь ситуация была немного другая, да, вот здесь мы откатились, выстрелили, снова откатились, и вот тут протестировали, пошли вверх. То есть мы можем возвращаться к этой линии. На недельке давайте что посмотрим. RSI, вот, видите, очень четко сходил на вот этот вот ключевой уровень 59, а мы знаем, что если мы погружаемся ниже 59, то это долгосрочная коррекция, длительная, затяжная на много-много месяцев. Вот, ну, то есть как это было вот в этом диапазоне. RSI сюда опустился ниже желтой и упал на красную. Поэтому да, конечно, было бы очень хорошо, чтобы мы не заходили в этот диапазон. Здесь произойдет нечто, скорее всего, то, чего раньше не было. Это разворот стохастика. Да, обычно в таких положениях стохастик не разворачивается, но и MACD тоже может развернуться. Но это не точно. Поэтому единственное, зачем я сейчас буду наблюдать, это действительно трехдневный таймфрейм и дневной, потому что вот этими новостями они сломали, конечно, многое на рынке. Вот, и не стоит забывать, несмотря на весь этот памп, что у нас остается область с этими крупными объемами, да, и вот эти вот крупные объемы это 98-95 600, и даже каких бы там новости не были, но все равно при входе в этот блок уже имеем шортовый потенциал. То есть теперь вот такой вот диапазон хода у нас есть от 85 до 98. Дальше у нас надежда есть только на вот эти вот наши краткосрочные, да, краткосрочные объемы. Это SVP HD и VRVP. Да, вот. Это наши ориентиры. Поэтому вот такая вот ситуация, для нас абсолютно ничего не изменилось. Когда эти все новости отыграют, да, про криптовалюты, то у нас произойдет то же самое, что было и раньше. Рынок такое не стерпит, и мы потом все равно очень сильно упадем. Это то, что я, в принципе, ожидаю. Да. Через время мы вернемся на эти уровни, на 84, там, где мы и были с вами, ребята. Внимательно следите за новостями. Желаю вам всем профита, удачи на рынке. Обязательно на наш Telegram подписывайтесь, потому что я опубликовал очень-очень-очень много детальной информации по поводу биткоина, по поводу эфириума. Вот перед этим пампом тоже, понятно, мы там ждали 5-3% максимум профита, но все равно у нас был анализ, я показывал от каких уровней и как вообще можно было это движение взять. Поэтому всех welcome, кто еще не подписался на светлую сторону крипторынка.